Найдите ускорение системы, изображенной на рисунке, если все три груза одинаковы, массой 500 грамм каждый. Определите силу натяжения каждой нити. Известно о том, что все три груза одинаковые, массой 500 грамм. Нужно определить ускорение системы, натяжение каждой нити. Т1 обозначим сейчас. Для того, чтобы решать эту задачу, давайте определим, какие грузы воздействуют на эти массы, какие у них будут веса, как они будут взаимодействовать. Так, с одной стороны действует первый груз, с правой стороны блока действует только 1/3. Нужно сразу сказать о том, что если масса у них одинаковая, значит вес здесь больше, чем вес третий, поэтому система будет двигаться в таком направлении. В любом случае, сила натяжения нити здесь Т, здесь тоже Т, здесь натяжение нити одинаковое по всей своей длине, ну а здесь будет натяжение нити Т1. Посмотрим с правой стороны блока. Здесь сила натяжения нити есть Т, одна сила и другая сила – это вес этого блока, который направлен вниз. Мы обозначим его P3. P3 равно M3G. С этой стороны действуют два веса. Вес второго блока и вес первого блока против этой силы. Если мы рассмотрим два этих блока как одну массу, значит против силы Т действует, тогда получается вес этих двух блоков. Мы запишем сразу, что P2 равно M2G и P1 равно M1G. При всем, что M1 равно M2 равно M3. Не будем пока менять их обозначения одним M, просто оно тогда видно будет, с какой стороны, как грузы взаимодействуют. Для правой части блока посмотрим распределение сил. Здесь сила Т будет больше, чем вес этого третьего груза. И насколько она больше, разница этих сил даст силу, которая будет давать ускорение третьему грузу вверх. Можем записать как Т отнять P3 равно M3, что множится на А. Разница этих двух сил будет сила, и согласно второму закону Ньютона даст ускорение третьему блоку. Теперь посмотрим с левой стороны. Т выступает в роли удерживающей силы. Она меньше, чем два этих веса, двух этих грузов. То есть эти два груза, если сложить их веса, будут тянуть вниз, против них действует сила Т. Разница этих сил даст ту силу, которая этим двум грузам будет давать ускорение А. Можем записать как P1 плюс P2 минус Т равно M1 плюс M2, что множится на А. Здесь можем заменить на МЖ. Итак, в системе уравнений выглядит таким образом. А везде будет одинаковое ускорение, потому что нити здесь нерастяжимы. Так заменим P3, P1, P2 значениями, которые вот здесь определены. Т минус M3G равно M3А. Это первое уравнение. Второе уравнение M1G плюс M2G минус Т равно M1 плюс M2 в скобках на А. Что здесь можно сделать? Можно сделать следующее. Мы хотим сначала узнать ускорение. Если мы хотим знать ускорение, мы можем выполнить такую алгебраическую операцию, как сложить первое уравнение со вторым. Ведь мы можем к уравнению складывать с левой и правой части одинаковые значения. Уравнение от этого не меняется. И левая часть первого уравнения Т минус M3G, левая часть второго уравнения. Прибавить M1G плюс M2G минус Т равно правая часть первого уравнения M3А прибавить правую часть второго уравнения M1 плюс M2А. Сразу видно о том, что без даже изменений значений масс мы можем убрать отсюда Т. И теперь поменяем все массы на вот это уравнение, которое нам дано, что все три массы у нас одинаковые. Так у нас получится минус МЖ плюс МЖ и плюс МЖ. Это касается левой части этого уравнения. Равно МА. И откроем скобки, здесь получится. Еще плюс 2МА. Это можно одно сократить. Получается МЖ равно 3МА. Мало того, еще М можно сократить. То мы получим, что А равно Ж делить на 3. Итого здесь возьмем Ж равно 10 метров за секунду в квадрате. Итого 10 метров за секунду в квадрате делим на 3, получаем 3 и так далее метров за секунду в квадрате. Ускорение системы мы нашли. Теперь мы можем найти значение, например, натяжения верхней части, значение Т. Т можно определить с любого уравнения, где легче всего. Мы можем определить его с первого уравнения. И Т равно Т минус М3Ж равно М3А. Переносим в эту сторону, получаем Т равно М3, а тут будет Ж плюс А, потому что это перенесено сюда с плюсом. Итак, Т будет равно М известно 0,5 килограмма. Переведем сразу. Ж 10 плюс 3,3 метра за секунду в квадрате. Итого будет получаться 6,65 килограмма на метр на секунду в квадрате. Получаем где-то 6,65 ньютонов. Это касается натяжения нити сразу после блока. Теперь определим натяжение нити. Т1 можно ее определить с весом первого груза. Потому что первый груз, вес его P1, она движет его вниз, а Т1 ему воспрепятствует. Разница между весом первым и Т1 будет ускорение вот этого груза.
мы можем записать следующее, что m1g минус t1 равно m1, что множится на а. А у нас известно, g известно, t1 неизвестно. Перенесем t1 в эту сторону, m1 в эту сторону. Получаем m1g минус m1a равно t1. m1 выносим за скобки, g минус a равно t1. Все известно, теперь и m1 это m. Итак, t1 будет равно 0,5 килограмма, что множится на 10 минус ускорение, которое у нас есть 3,3 метра за секунду в квадрате. Того приблизительно мы получили значение 3,35 килограмма на метр на секунду в квадрате, либо 3,35 ньютона. Итак, А мы определили равно 3,3 метра за секунду в квадрате. Т определили как значение 6,65 ньютонов. И Т1 равно 3,35 ньютонов.